Салат Тиффани. Одесса на связи. А с вами Одессит на кухне. Привет, друзья. И мы готовим этот смачнейший салат. И для этого нам понадобятся вот такие вот продукты. Все компактно, все сбалансировано. Куриная грудка, сыр, соль, как оно называется? Масло оно называется, ребята. Перец, грецкие орехи, синевный лук Марс, яички или яйца. Это, здесь у меня майонезик и подставочка. Я буду делать секретный салат Тиффани. Грудку я буду делать совсем по-новому, чем вы привыкли это делать. Ну и, конечно, куда без шикарнейшего винограда. Ребята, пошагово готовим. Сейчас, как всегда, раздвигаю все это. Прячем сыр пока, чтобы он не сильно таял. Нам он нужен твердый, но не замороженный. И будем готовить вместе с вами. Начали готовить. Яйца в воду. Закипают, 7 минут кипят. Все, выключаем, остужаем. Орешки прокаливаем на сковородке нашей. Опаньки, нашел недостаток. Селяне на рынке черемушки немножко оставили нам, чтобы мы зубки пощелкали. Ничего, берем. Все, прокаливаем это все. Сейчас будем заниматься грудкой. Секреты приготовления грудки для салата Тиффани, которые я узнал еще в постсоветском пространстве, когда жил на Вегера. Все очень просто, ребята. Основное, что нам нужно, это перчик, соль и масло. Все. Хорошо поджмякали грудку ручками и масло. Вот так вот. Хорошо поджмякали, отправили вот такую формочку, либо ту формочку, которая вам надо, на 180 градусов. Ну, грудка где-то минут, после того, как нагреется до 180 градусов, грудка на минут 30, я думаю, достаточно будет. Если надо, сверху, если есть гриль, включили, немножечко запекли для красивого цвета. И наша куриная грудка для салата Тиффани запекается. И традиционно, ну, наверное, такая анекдот-подсказка. Чем отличается умный человек от мудреца? Умный человек всегда найдет выход из любой ситуации. Мудрец никогда не попадет в эту ситуацию. И делаем заготовочки для нашего салата. Остыли орешки. Лук не остыл, лук был холодный, ребята. Все, режу орех грецкий. Вот смотрите, крупными. Он как раз вот такими кусками, чтобы он ощущался в салате. Делаем заготовочки сначала. Сейчас нарежу лук абсолютно точно так же, как и орех. Маленьким кубиком. И пойду почищу яйца и буду тоже резать. Вернее, тереть. И марсианский лук мы режем меленьким кубиком, друзья. Меленьким. Это значит меленьким. Вот беру вот так вот. Очень меленько. Вот так. Раз, еще чуть-чуть. Разрезаю, чтобы пальчики не порезать. Откуда это вывалилось? Это для меня, наверное. Марсиане прислали. И еще вот так. Вот так вот. О. Вот так вот. О, есть. И как раз он получится очень меленьким кубиком. Вот таким. Итак, мы вот здесь все посоветовались, на какую терку для этого салата тереть яйца. Я решил тереть на крупную, а потом перерезать. Тру на крупную. И мы трем сыр. Твердый сыр. Мой любимый сулгуни. А вы можете взять и тверже. На мелочку. Терочку. И, друзья, посмотрите. Запеклись наши грудки. Сока выпустили своего. И я что делаю? Я беру, вот так вот, ребят, нарезаю меленько. Ну, не меленько, так средним кусочком. Меленько тоже не надо сильно. Средним кусочком нарезаю. Вот, видите, она раз распалась. Готовая. Все. Режу. Вот так вот. И в этот сок отправляю. Чтобы она напиталась. Вот и все. Режу все.
Вот, ребята, перерезал кубиком и в этом соке перемешал. Вот из-за этого она получается сочная. Вот эта вареная курица, это для Тиффани ничто. Вот почему вы кушали в ресторанах в свое время в 90-х годах тот салат Тиффани, который девушка заказывала напротив ювелирного магазина. Почитайте историю. И все, начинаем собирать наш салат. Мы все нарезали почти что. У нас курица кубиками. Видите, как нету ни капельки нигде соуса, потому что сока, я имею в виду, из курицы. Потому что все сделал. Все. Так, на курицу сетку майонезную. Я взял 2 тарелочки специально. Одну для себя, одну для съемок. Так, добрячий, ребята, не жалейте майонеза. Не жалейте. И самое интересное, сетка сеткой, это хорошо, но майонеза должно быть больше. Вот так вот. Так, давайте я на одной тарелочке, а потом уже вторую соберу. Берем дальше лук. Немножечко лука посыпаем сверху майонеза. Вот так вот. У меня там еще 3-я порция. Представляете, с какой выгодный салат я почему делю. Все, есть. Опять же майонез. Не жалейте майонеза. Я люблю майонез, а вы смотрите, если вы худеете, можете даже сметану налить. Худеть в наше время не модно, оказывается. Толку от этого нету. Затем орех крупно нарезанный. Вот так вот хорошо, добрая ореха. Вот еще даже. Потому что орех вкусно. Вот он. Дальше нам, конечно, опять же сеточка нужна майонезная. Сверху орешков. Теперь яйцо. Берем, посыпаем яичком. Смачно так посыпаем. И так же само сетку делаем. И теперь нам нужен сырок. Сырок. Вот так вот. Сырка. Добрячий сырка. Чем больше сырка, тем вкуснее. Твердый. И вот почему я использую сулугуни, да? Вы поняли, о чем я говорю. После майонеза, конечно. Делаем шапочку Кавказских гор. И я беру ложечку, вот, которая, и красивенько вот так начинаю равнять салатик полностью. Если вдруг не хватает соуса, а соус у нас майонез, добавляем. И мы все подмезали, как говорится, и будем украшать. Ребята, у нас сегодня розовый виноград с семечками. Семечки все вынул. И аккуратненько начинаю выкладывать виноградинку, половинки, конечно. За половинками. Где-то запачкал, вытираю. Все. Беру салфеточку, вытираю и продолжаю. Вот так вот. Все. Чтобы не было майонеза сверху винограда. Залаживаем весь процесс. Можно украшать зеленушкой, но он просто замечательный. Ну, ребята, я не официант и не гурман, как говорится. Просто режу. Режу вот так вот вдоль волокон, как говорится. Вот, разрезал раз, разрезал два. И возьму самый красивый кусочек по моему фактору. Это вот этот, если получится взять. У меня нет вот этих поставок всяких. Вот достаю. Вот так вот прям раз. Ребятки. Не знаю, видно вам что-то. Ну, это вкусно. Давайте развернем. Вот отсюда будет больше виднее. А никак не виднее. Давайте я покажу. Не может быть получится. Вот так вот. Оп. Все там есть, ребята. Все.
Все. Лучочек, сырочек, все есть. И, конечно, возьму вот с виноградинкой. Раз. Вот так вот. Красиво сформирую. Оп. И это все для вас. Ребята, я вам расскажу очень большой секрет. Если вы когда-то кушали конфеты Рафаэлло, вы понимаете, что такое орешек внутри. И вот я сейчас вот просто в большом сливочном, майонезном, курином, сырно-яичном наслаждении получил кайф от маленького орешка, который был внутри. Вот почему я сказал, а их было 2. Это плюс. Режьте крупнее грецкий орех, и вы получите райское наслаждение от салата Тиффани. А с вами была Десять на кухне. Люблю, целую, обнимаю вас. С пальчиками, с колокольчиками разбирайтесь. Вам всего самого хорошего, добра, мира, позитива. До скорых встреч, друзья. Пока-пока.